Трамп нашел неожиданного партнера в достижении мира в Украине. Повлиять на Путина взялся союзник Кремля. Сюрприз для стражей режима. Вместо разгона митингов их ждет более опасная миссия. Доигрались. Президент США жестко отреагировал на угрозы буревестникам и Посейдонам. Советовал президенту, теперь погиб. Полиция вынуждена признать насильственные причины. Ограбление века во Франции. Есть важные новости. Об этих и других главных событиях вечера четверга, 30 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Звучит почти сенсационно. Дональд Трамп заявил, что Китай готов помочь США закончить войну России против Украины. По словам президента, во время первой за 6 лет встречи с Си Цзиньпином в Пусане они долго говорили об Украине. Мы будем работать вместе, чтобы посмотреть, сможем ли мы что-то сделать. Мы согласны, что обе стороны, знаете ли, заперты в себе, воюют, и иногда приходится позволять им бороться. Я думаю, безумие, но он собирается нам помочь, и мы будем работать вместе по Украине. Примечательно, что, по словам Трампа, тему российской нефти лидеры почти не трогали, хотя Пекин остается главным покупателем этого сырья. Мы на самом деле не обсуждали нефть, мы обсуждали совместную работу, чтобы посмотреть, сможем ли мы закончить эту войну. И я думаю, это была очень дружеская встреча. Это была хорошая встреча для двух очень больших и могущественных стран. И именно так мы должны ладить. Главная интрига, будет ли Китай действительно давить на Москву. Как думаете? Дональд Трамп наконец-то отреагировал на страшилки из Кремля. После всех этих новостей об испытаниях буревестника и Посейдона президент США дал четкий приказ Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равноправной основе. Этот процесс начнется немедленно. Впервые за 33 года американский президент объяснил это просто. Москва и Пекин наращивают арсеналы, а значит, выбора нет. У Соединенных Штатов больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Это было достигнуто в том числе благодаря полной модернизации и обновлению имеющегося оружия во время моего первого срока. Из-за огромной разрушительной силы я ненавидел это делать, но у меня не было выбора. Россия занимает 2-е место, а Китай 3-е с большим отрывом, но догонит нас в течение 5 лет. Контекст не случайный. Решение было объявлено прямо перед встречей с Си Цзиньпином в Южной Корее и сразу после очередного шоу от Путина. Кремль похвастался буревестником, крылатой ракетой с ядерным двигателем и неограниченной дальностью, а потом Посейдоном, подводным ядерным аппаратом, который российская пропаганда описывает как оружие судного дня, способное смыть американские города радиоактивным цунами. Ранее Трамп уже давал четкий месседж Москве: вместо того, чтобы играть в ядерные игры, Путин должен подумать, как закончить войну в Украине, и намекнул, что у США тоже есть чем ответить, включая ядерную субмарину у российских берегов. Россия обрушила на Украину один из самых мощных ударов за эту осень. Кинжалы, калибры, Х-101 и шахеды. Москва достала из арсенала десятки ракет и сотни дронов. ПВО обезвредило 623 цели из 705. Под взрывы и сирены просыпались жители сразу нескольких областей. В Запорожье повреждены 5 многоэтажек. Пострадали 17 человек, среди них 6 детей. В Винницкой области повреждены дома и критическая инфраструктура. Тут 5 пострадавших, среди них ребенок. Ладыжин остался без тепла и воды. В городе запустили альтернативную систему теплоснабжения и организовали подвоз воды. На Львовщине в результате комбинированного удара повреждены 2 объекта энергетической инфраструктуры. В компании ДТЭК заявили, это уже 3-й массированный обстрел их ТЭС только за октябрь. С начала полномасштабного вторжения более 210 атак по их объектам. Накануне немецкий Бильд написал,
писал, что Российская Федерация уже вывела из строя до 60% газовой инфраструктуры Украины, и предстоящая зима для страны может стать катастрофической. Линия фронта дрожит, но не рвется. Украинские защитники отбили атаки в районе Нового Шахового. Попытка россиян проломить оборону там провалилась. Об этом сообщает Deep State. Но расслабляться никак нельзя. На других участках оккупанты смогли немного продвинуться. Под давлением районы возле Покровска, также Полтавка, Владимировка, Новониколаевка в Донецкой и Запорожской областях. Тем временем появилась очередная примета нехватки контрактников у захватчиков. Путинским генералам пришлось бросить в бой неожиданный резерв. Росгвардия, структура, созданная, чтобы разгонять митинги и охранять режим, теперь вынуждена идти на штурм. Сотрудников тыловых частей срочно переводят в боевые подразделения и отправляют под Часов Яр. Об этом сообщили партизаны движения АТЭШ, сославшись на своего агента внутри Росгвардии. По их данным, телеграмма о переводе уже пришла во все части. Теперь бравым росгвардейцам, которые еще несколько лет назад страдали от брошенных в них митингующими пластиковых стаканчиков, придется столкнуться с более серьезными испытаниями. Тихо, без громких заявлений, но очень болезненно. Так действуют партизаны на территории страны-агрессора. В России все чаще горят вышки сотовой связи и оборудование операторов. География от Ростова до Камчатки. И это не случайность, а системная работа. Украинская разведка прямо сообщает: партизанское сопротивление растет, и его удары бьют по связи и логистике. Уход из жизни чиновника или топ-менеджера при странных обстоятельствах. Такие новости из России приходят с завидной регулярностью. Ну вот, похожее происшествие случилось в Казахстане. Бывший советник президента погиб в Астане. 56-летний Ержан Бабакумаров в прошлом занимал различные должности в структурах власти страны. Полиция заявляет о насильственной смерти. Вечер в компании знакомых, потом конфликт, переросший в драку. В результате нанесенных телесных повреждений потерпевший скончался. Бабакумаров был не рядовой фигурой. Карьеру начинал еще при Назарбаеве, работал в администрации президента, курировал внутреннюю политику, входил в кабинет Масимова, затем был советником Токаева. Неоднозначной была его роль во время кровавого января 2022-го. Он заявлял о боевиках и вооруженном сопротивлении. И вдруг уход с госслужбы, арест за пьянку за рулем, тишина. И теперь смерть в бытовом конфликте. Поверим? Думаю, наши зрители из Казахстана накидают версий. При Назарбаеве даже его бывший зять и внук, который называл себя его сыном, от раннего ухода не были застрахованы. Так что, получается, старые традиции все еще живы? Дональд Трамп заявил о снижении тарифов на китайские товары на 10 процентных пунктов. И сделал это сразу после первой за 6 лет личной встречи с Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане. Это была потрясающая встреча. Он великий лидер очень могущественной, очень сильной страны, Китая. И что я могу сказать, мы приняли ряд выдающихся решений, я думаю. Было принято много решений. В обмен президент США получил конкретные обещания. Пекин снова закупает американскую сою, обеспечивает поставки редкоземельных металлов и ужесточает борьбу с контрабандой фентанила, наркотика, убивающего десятки тысяч американцев ежегодно. Думаю, вскоре у нас не останется слишком много серьезных препятствий. У нас есть соглашение теперь. Каждый год мы будем пересматривать его условия. Но я думаю, что соглашение будет действовать долго, гораздо дольше, чем год. По его словам, договоренность достигнута и тарифы умеренно снижаются. Но и 47% все еще немало. Похоже, товарищи в Пекине должны приложить немало усилий, чтобы Трамп опустил эту планку еще ниже. В Москве снова закручивают гайки. Депутат Андрей Луговой предложил считать госизменой участие российских иноагентов в международных конференциях и форумах, если они якобы подрывают международный престиж России. По версии Лугового, враги используют иноагентов, которые объединяются в форумы и строят экосистему русскоязычных сторонников западных ценностей. Внутри страны тоже. Дальше больше. Луговой требует перекрыть иноагентам все финансовые краны. Доходы от интеллектуальных
актуальной деятельности, сделки и проценты только на спецсчета. Все активы и счета блокировать, банковское обслуживание и бизнес в РФ запретить, ранее выданные лицензии и разрешения аннулировать. Доверенности, оформленные за рубежом, не признавать. Консульские услуги за границей прекратить, включая замену загранпаспортов. Плюс техническая удавка, запрет доступа к госуслугам, а ключевые сделки с недвижимостью, акциями и исключительными правами проводить только лично в России, причем платить строго со спецсчетов, которые можно открыть лишь при личном присутствии. Спикер Думы Вячеслав Володин инициативу поддержал. Комиссии по иностранному вмешательству во главе с Василием Пискаревым поручено срочно накидать поправки. Если все это пройдет, статус иноагента превратится в железную клетку. Человек, предавший страну, ходит по Парижу, а пенсию получает из России. Надо это на спецсчет перечислять. Хочет он получить, пускай приезжает в страну, ответит по заслугам, а дальше, может быть, и не понадобится пенсия. Потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, там кормят бесплатно. Кстати, президент США из Южной Кореи увез не только красивый орден и золотую корону, но и хорошую сделку. Южная Корея согласилась выплатить США $350 миллиардов в обмен на снижение таможенных пошлин, взимаемых с нее Соединенными Штатами. Кроме того, они согласились покупать нашу нефть и газ в огромных объемах, а инвестиции в нашу страну со стороны богатых южнокорейских компаний и бизнесменов превысят $600 миллиардов. И это еще не все. Трамп добавил, что дал Южной Корее зеленый свет на строительство атомной подводной лодки. Вместо старых дизельных субмарина будет произведена на верфях Филадельфии. Лидер США уверяет, союз Вашингтона и Сеула сегодня сильнее, чем когда-либо. Французская полиция провела очередные задержания по делу дерзкого ограбления Лувра. Пресса поначалу писала о поимке третьего подозреваемого, но прокурор Парижа подтвердила в эфире радиостанции РТЛ, что в руки полиции попало большее число лиц. 5 арестов вчера около 9 вечера. Можете ли вы подтвердить это сегодня утром? Да, подтверждаю. Аресты были произведены по запросу 2 назначенных следователей. Они произошли в Париже и его окрестностях. Раскрыть личности налетчиков помогли следы ДНК. Их нашли на скутере и в галерее Аполлона. Следователи уверены, что в похищении участвовало больше лиц, и охота на остальных продолжается. Но главное, украденное сокровище все еще не найдено. Из Лувра вынесли 8 драгоценностей французской короны, ориентировочно стоимостью 88 миллионов евро. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.